Всем привет, меня зовут Ника, и вы на канале Розетка.ua. И сегодняшний ролик будет об эволюции Google Nexus. Устройства серии Nexus всегда пользовались особой популярностью. Это уникальные смартфоны и практически всегда флагманы, главной особенностью которых является эталонная, чистая система Android. Но с появлением новой версии системы именно эти устройства получали обновления первыми. В январе 2010-го выходит первый аппарат серии Nexus One под управлением Android 2.1 Eclair, а производит его HTC. Аппарат примечателен наличием трекбола под дисплеем. Продавался смартфон поначалу только в 3 странах – США, Великобритании и Гонконге. На то время его характеристики были топовыми. Snapdragon S1, 512 мегабайт ОЗУ и столько же встроенный. Плюс можно было поставить карту памяти объемом до 32 гигабайт. Экран 3,7 дюйма с разрешением 480 на 800 был выполнен по технологии AMOLED. Камера обычная, 5 мегапикселей со съемкой видео в 480p. Последнее официальное обновление было до версии 2.3.6 Gingerbread. В конце того же года Google совместно с Samsung выпускает Nexus S. Первый смартфон на Android 2.3 с NFC-модулем. У некоторых его, между прочим, до сих пор нету. Привет всем в Meizu. Процессор от Samsung. Те же полгигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной, но уже без поддержки карт памяти. Еще появилась фронтальная камера, а экран увеличили до 4 дюймов. Для него финальной версией Android стала 4.1.2, хотя неофициально можно было поставить хоть 6. Следующий Galaxy Nexus был значительно симпатичнее и больше. Экран у него 4,65 дюйма, Super HD AMOLED, никаких экранных кнопок. Смартфон научился снимать видео в 1080p на основную камеру и в 720p на фронталку. Внутри двухъядерный процессор Texas Instruments, что и стало причиной короткого жизненного цикла этой модели. Изначально версия Android 4 Ice Cream Sandwich была заменена на 4.3 Jelly Bean. И на этом все. Новый партнер – LG. Думаю, без преувеличения можно сказать, что именно с LG у Google вышли самые удачные Nexus. 4 имела сзади клевую стеклянную крышку, которая под лучами солнца переливалась. Наконец-то AMOLED с пентайлом заменили на хорошую IPS-матрицу диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1280 на 720. С этих пор чипы только от Qualcomm, поэтому в 4 поставили 4-ядерный S4 Pro. Камера тоже стала лучше, появился режим фотосфера, который делал 360-градусные панорамы. Но еще смартфон поддерживал беспроводную зарядку Qi. А вот нынешние пиксели не поддерживают. От карт памяти отказались. Осталась только встроенная. Последняя официальная версия системы 5.1 Lollipop. В этом же году появляется первый планшет в серии Nexus, совместно в сотрудничестве с Asus. 7 дюймов, чип Tegra 3 и неплохой IPS-дисплей с разрешением 1280 на 800 точек. Первая партия разошлась за несколько дней. В конце этого же года вышел 10-дюймовый Nexus 10, разработанный неожиданно Samsung. В планшете стояла матрица с разрешением 2560 на 1600, а работал он, понятное дело, на базе чипа Samsung Exynos 5250. Разрешение огонь, конечно, но интерфейс подлагивал, а пластмассовый корпус поскрипывал. Да и мало кому нравилось, что зарядка длилась больше 6 часов. Но вернемся к смартфонам. Вот он самый классный и запоминающийся – Nexus 5. Огромная окантовка глазка камеры, круглый разговорный динамик, задняя крышка из софт-тача и большая вертикальная надпись Nexus. Еще эта модель запомнилась крутой анимацией блокировки. По железу эта модель почти идентична LG G2, что неудивительно, новый Nexus делали там же. Snapdragon 800, 2 гигабайта памяти. Отличный 5-дюймовый дисплей без воздушной прослойки с Full HD. Камеру тоже прокачали. 8 мегапикселей с режимом HDR+. Заводская система шоколадка 4.4 KitKat официально обновлялся до зефирки 6.0.1. Неплохо. Фанаты могут и печеньку Орео поставить с помощью кастомной прошивки. Последний раз отвлекаемся на планшет, но он того стоит. Nexus 7 2013. И да, чтобы отличить 2 седьмых Nexus, приходилось использовать год. Вторая версия тоже разработана Asus. В ней, похоже, учли все. Это настоящая легенда. В 7-дюймовом планшете поставили матрицу Full HD, что мало кто делал в то время. С Tegra перешли на Snapdragon S4. Внешнее устройство стало симпатичней, хотя многим и не нравились широкие рамки и расположение кнопок. Все, пропал тот красивый, почти симметричный дизайн.
Здоровенная 6-дюймовая лопата от Motorola называлась Nexus 6 и стоила $650. Про бюджетность серии говорить уже не приходилось. Конечно, взамен добавилось чуток премиума в виде металлической рамки и стекла 2,5D. Но по характеристикам, конечно, флагман. Snapdragon 805, добавили памяти до 3 гигабайт, камера стала лучше, научились снимать видео в 4К. И последняя система для Nexus 6 – это Nougat 7.1. В 2015 вышло сразу 2 смартфона Nexus. Просто в Google поняли, что огород, к сожалению, есть не у всех, и дали выбор между большой и маленькой моделью. 6P от Huawei радовал дизайном. Добавили сканер отпечатков, поменяли разъем на USB Type-C и в очередной раз улучшили камеру, которая стала одной из лучших среди флагманских смартфонов того времени. С 5X было все прекрасно. Тонкий, легкий, с отличным экраном и производительным Snapdragon 808. Кроме того, у него отличная камера. Но вот незадача. Аккумулятор был очень слабеньким. Обе модели до сих пор получают апдейты системы, причем также первыми. Но вот 9-й Android будет уже только для новеньких смартфонов Pixel. Все, эпоха Nexus закончена. Началась эпоха пикселей. Уникальный дизайн и лучшая камера 2016 года. Новый лидер по качеству на DxOMark. Топовая фронталка. Но вы поняли, за что Google взялась. Остальное и так круто. Трубка топчик и по сей день. В прошлом году выпустили Pixel 2 и его старшего брата Pixel 2 XL. И вроде бы совсем недавно хвастались мини-джеком, а тут убрали его. Ох, Google такой Google. У обычного Pixel 2 дизайн получился спорный, и были проблемы с качеством экрана у большого, но вроде бы их убрали. Бомбическая фронталка и такая же основная камера. Быстрейшая система. А вот чего ждать от Pixel 3, я даже представить себе не могу. Напишите мне, кстати, в комментариях, чего ждете вы от новенького смартфона от Google. Ну а я пошла танцевать, а вы со мной?